Здравствуйте, друзья! Объявленная в России мобилизация оказалась настолько непопулярной и вызвала у населения такое неприятие и возмущение, что оправдываться за нее вынуждены теперь даже топовые пропагандисты на федеральных каналах, которые открыто говорят: да, похоже, творится какая-то дичь. И при этом пытаются хоть как-то успокоить население и прекратить панику. Я хотел бы несколько минут обратить внимание на частичную мобилизацию, которая была объявлена. Это всего 300 тысяч человек. Та паника, которая у меня на телефоне, у Маргариты и всех прочих, свидетельствует о том, что ряд людей, которые этим занимаются, видно, совсем разучились работать. Как интересно, да? Ровно те же самые люди, которые до этого полгода орали, что вся Россия в едином порыве за Путина, за войну с Украиной до победного конца, теперь признают, что на самом-то деле россияне не очень-то и хотят воевать, и что-то в очереди к военкоматам тоже никто не выстраивается. И теперь Соловьев вынужден растерянно оправдываться, что, мол, мобилизовали-то на самом деле не так-то и много, причин для паники нет. Почему же такая реакция? И он, похоже, действительно не может понять, почему российское общество так реагирует и куда же подевался вот весь тот всеобщий патриотизм, в наличие которого он сам же поверил, потому что сам же он рассказывал об этом все предыдущие полгода. Но еще смешнее оказалось выступление Маргариты Симонян, которая заявила, что, оказывается, она призывала к войне, потому что раньше просто не думала. Она просто, точнее, думала, что Киев захватят там за 2-3 дня, но не ожидала, что будет такое сопротивление. И вот теперь Маргарита Симонян говорит, что тогда, когда она призывала к войне, она просто ошиблась, потому что у нее нет военного образования. Частичная мобилизация, во-первых, это мера вынужденная. И, конечно, мы все бы хотели, чтобы ее не было. И, конечно, 24 февраля я, например, не думала, что будет такая необходимость. Я не знаю, думал ли ты. Здесь присутствуют люди с не просто гораздо большим, а вообще с военным опытом, которого у меня нет. Может быть, все понимали, что это будет так. Но нам казалось, что все это можно решить гораздо меньшей кровью. И, конечно, мы не предполагали, что будет такое жесткое сопротивление. Согласитесь, это просто прекрасно. Пропагандисты, которые годами призывали к войне и разжигали ее, теперь говорят: ой, вы знаете, мы просто ошиблись. Мы просто раньше вам врали, потому что мы на самом деле ничего не понимали в том, о чем мы вам рассказывали. А теперь расплачиваться за это вранье, за вот эти ошибки будут не они, не Симонян и Соловьев, а простые российские граждане. Симонян и Соловьев как раз таки так и будут дальше работать в теплых московских студиях и получать свои непомерно огромные зарплаты. Они сами, их дети, их родственники на фронт не пойдут. Пойдут на фронт как раз простые дурачки, которых наловят по всей России. И как обычно, как в начале почти любой войны, недооценка сопротивления, переоценка своих сил. В общем, пришли к тому, к чему пришли, к частичной мобилизации. То есть они не рассчитали. Понимаете, они там недооценили, тут они переоценили. А то, что из-за этого уже погибли десятки тысяч людей, причем в том числе их же граждан, их же солдат, так это пустяки. Это, по их мнению, даже и внимания не стоит. То есть фактически мы сейчас слышим, как российская пропаганда, официальная российская пропаганда на государственном телевидении признает, что российские власти ввязались в безумную, абсолютно глупую авантюру, последствий которых на самом деле никто не просчитывал. То есть, по сути, это признание ошибок. И это признание ошибок не Симоняна и Соловьева, потому что все же понимают, что они только озвучивают то, что им присылают сверху. Они по методичкам работают. Ошиблись в реальности те, кто им присылал эти методички. То есть, это выходит, что Путин лжец. Это Путин неадекват, он ввязался в эту историю, не понимая, что будет, неадекватно ее оценивая. Это означает, что когда все это время он рассказывал, и, соответственно, они рассказывали, что все идет по плану, спецоперация идет по плану, это все было вранье. Они врали и обманывали, и они фактически Россию завели в тупик. Они ведут Россию к краху. Вот это признание, которое мы слышим, это признание того, что Россия идет к краху. Да, косвенное, непрямое, но они говорят сейчас, по сути, именно об этом. Потому что хороших вариантов выхода из этой ситуации у России уже не осталось. Поделитесь этим видео, друзья, обязательно, это очень важно, донести это до как можно большего количества людей, в том числе, чтобы сами россияне это видели и понимали,
кто эти все пропагандисты, кто эти люди, как они их использовали, как они им врали все это время. И обязательно подписывайтесь на канал. Это очень важно, потому что здесь-то звучит правда о том, что происходит в Украине.